веселья! Трудно найти более неоднозначных советских писателей-фантастов, чем братья Стругацкие. Мало кто столь же яро восхвалял основополагающие принципы советской власти, при этом не менее яростно обличая серость и обыденность советской жизни. Мало кто, по словам одного из братьев, так жестко травился режимом, но при этом был столь же раскручен и многократно экранизирован. Ну и в конце концов, мало чьи произведения удостаивались столь же пристального внимания искателей глубинного смысла, будучи переполненными вопросами, на которые попросту не существует ответов. Не миновалась я чаша и повести «Трудно быть богом», входящей в состав огромного цикла, посвященного миру полудня. Что это за мир такой? Да очень интересный мир. Мир победившего коммунизма. Мир-утопия, по идеям чем-то близкий вселенной Звездного пути. Человечество в нем взошло на новую ступень эволюции. Технологический и нравственный прогресс устранили экономическое и социальное неравенство, сделали пережитками прошлого болезни, преступность и войны. Земляне, все как один, являются высокоморальными личностями с выдающимися генетическими и физическими данными. Главными же их целями являются познание, саморазвитие и работа во имя всеобщего блага. Человечество давно покорило далекий космос и не раз сталкивалось с иными цивилизациями. Однако чаще всего инопланетяне отстают от землян в развитии, страдая от самых страшных болезней общества. Ну как тут не вмешаться? А руководствуясь исключительно благими помыслами, коммунары будущего помогают алиенам эволюционировать в правильном направлении, стараясь ускорить естественный исторический ход, но при этом не нарушить его. Осуществляются данные замыслы руками тайно внедренных агентов, так называемых прогрессоров. Одному из таких умственно отсталых миров посвящена и повесть «Трудно быть богом». Царит на планете высокое средневековье, несколько отдающее, правда, Франции времен Людовика XIII. Ну держись, каналья. Основные события повести разворачиваются в королевстве Арканар, где после прихода к власти гадкой личности под именем Рэба начинается эпоха насилия и мракобесия, то есть повального истребления тех самых людей, которые и двигают прогресс. К счастью для некоторых из них в местную знать внедрен земной оперативник Антон, в Арканаре известный как благородный дон Румата Исторский, богач, бабник и просто ходячий терминатор с мечами. В условиях начавшегося геноцида Румата пытается спасти кого может и при этом не съехать с катушек, постоянно сталкиваясь с чудовищными зверствами, притящими его к коммунистической натуре. Экранизировали повесть 2 раза, вернее 1,5 раза, точнее 1,25 раза, или тоже не так. Короче, повесть экранизировали более раза. Первый фильм вышел в 1989 году, и в его создании участвовал поистине интернациональный состав. Но обеспечило ли это ему гениальность? Начинается фильм с того, что Румата едет. Нет, он в принципе и в оригинале ехал, да только на этом все сходство заканчивается. Ибо ехал он из Арканара, а не в него. Ехал, чтобы незаметно переправить через границу очередного местного умника, чья жизнь оказалась под угрозой, а не искал своего коллегу за каким-то хреном, замаскированного под торговца веревками.
Ехал, чтобы одним своим видом, а если надо и кулаком, заставить серых штурмовиков, безграмотных представителей репрессивного аппарата, заикаться, а не лясы с ними тащить. Ведь в книге все до последней собаки знали, кто такой Румата Исторский, и до усрачки боялись его. Но только не здесь. Чтобы лизать сапоги своих хозяев. Впрочем, и это еще не все. В книге Румата ехал по обыкновенной европейской местности, ну, лесам там, лугам и болотам. Но ведь это же скучно и на другую планету ничуть не похоже, поэтому в фильме из ниоткуда появились гнусные песчаные холмы, напоминающие скорее американские пампасы, нежели средневековую Европу. Не пахнет этим самым средневековьем и в самом Арканаре. Создатели фильма хвастались, что специально для съемок отгрохали целый город. Ну что же, круто, молодцы. Правда, в первоисточнике про вавилонские трущобы и полуслова не было. Да куда там? Местным грязным пещерам далеко даже до трущоб. В книге описана нормальная средневековая столица страны, где перед этим намечалось чуть ли не возрождение. Ну и где это все? Нету и близко. Видимо, трендить про королей и баронов, но при этом демонстрировать первобытные халупы показалось авторам жутко эклектичным. Итак, наперекор первоисточнику, Кинорумата заезжает в Арканар буквально в первый раз. То есть, по большому счету, он здесь никто, и звать его никак. Это не мешает ему буквально через пару минут оказаться на монаршем приеме. Ну, вломись во дворец, заяви, что ты Дон Румата Исторский, и тебя тут же пустят обувать короля с роскошной химией на голове. А чего тут такого? Появившийся буквально из ниоткуда Дон стопудово ничего плохого не замыслит. Затем важного гостя ведут в канцелярию, где Румата впервые знакомится с Доном Рэбой. Тот проявляет недюжинную для местных аутистов смекалку, и тут же начинает выяснять подноготную пришельца. Здесь сказано, что Румата Исторский скончался от лихорадки во время охоты на болотах Суана. Наш герой, в общем-то, выкручивается, но до того неубедительно, что, наверное, вызвал бы подозрение даже у табуретки. Скончалась лихорадка, а не я. Здесь надо объяснить, кем Румата был на самом деле. Да, ходячей харизмой, сияющей аурой и эпичной крутизны. Будучи примерным коммунистом на земле, в Арканаре он умело строил из себя самоуверенного и наглого подонка. Перед нами представала эдакая помесь Д'Артаньяна и Конана Варвара. И, если честно, именно Антон и вытягивал на себе всю повесть, перегруженную размышлениями, но довольно скупую на события. Надо ли говорить, что Кинорумата до своего прототипа не дотягивает? Как бы то ни было, неубедительная отмазка прокатывает, и Рэба направляет Антона к цели его путешествия, торговцу веревками, скрывающемуся под оперативным псевдонимом Мета. Какая может быть связь у благородного господина и грязного торгаша, разумеется, никого не интересует. В том числе и авторов фильма, которые явно не понимают, что такое сословное неравенство. Приветствую достопочтимого Мету. Заказ, который я сделал, мне не был доставлен. Итак, Антон находит своего земного коллегу, да только оказывается, что тот потерялся намеренно. Выясняется, что Мета вбил себе в голову, что нужно свергнуть дворянство, забил на политику невмешательства и планирует переворот. Ну а чтобы все прошло гладко, заручился помощью уважаемого человека. Знаете кого? Самого Дона Рэбы. Нет, в принципе и в оригинале у коммунаров будущего случались срывы. Они устраивали перевороты, крестьянские восстания, глупо гибли и т.д. и т.п. Но таких идиотов там точно не было. Естественно, Рэба только прикидывается борцом за свободу, а на самом деле стремится укрепить свое положение через раскрытие якобы заговора и насадить тоталитаризм. Да-да, книжный геноцид и мракобесие еще не начались, а только начинаются. В результате абсолютно упоротого подобия военного переворота торгаш веревками убит, а вместе с ним и половина придворных. Король, который и в нормальной-то обстановке, мягко говоря, не в себе, при первых же признаках покушения на
на свою власть, впадает в паранойю. Румата не придумывает ничего иного, кроме как, воспользовавшись гнилой отмазкой, увести труп неудавшегося революционера. При этом Рэба даже и не думает его задержать. Ну а чего тут такого? Разве может быть подозрительным тот факт, что никому неизвестный дворянин заявился в Арканар за считанные часы до начала переворота, причем специально для того, чтобы встретиться с бунтовщиком-дегенератом? Совпадение, только и всего. Как бы то ни было, Румата доставляет Миту на промежуточную базу исследователей. Тут же появляется начальство, наконец-то соизволяющее распечатать бумажку с данными о человеке, за которого Антон должен себя выдавать. Оцените всю гениальность замысла. Оперативника под прикрытием отправляют на опаснейшее задание, даже не подумав ознакомить его с легендой. И тут, что ли, люди будущего тупеют? Давай! Давай! Хочешь получить? Получай! Кем же эти люди являются? Да точно не тем, кем надо. Ведь ни коммунистами, ни прогрессорством здесь даже не пахнет. Какие-то левые земляне находятся тут в качестве историков. Мол, изучая местную цивилизацию, они каким-то хреном изучают и собственную историю. Чувство собственного бессилия ужасно. Я и сам такое пережил. Но мы историки, не можем вмешиваться. Главный герой получает новое задание. Кто такой этот Будда? Лекарь и ученый из Ирукана, один из немногих гениальных людей планеты. Кирилл познакомился с ним недавно, потом связь прервалась. Только зачем его спасать, не совсем понятно. Вы уж как-нибудь определитесь, что ли, историки вы или уже не очень. Так или иначе, дело наконец-таки доходит до того, с чего в книге все и начиналось. Румата возвращается в столицу, где знакомится с некой Кирой, служанкой приятеля Миты Гаука. Разумеется, это дурь. Книжный Румата знал Киру давно, хорошо и очень близко. Причем та была явно не из самых низов. Но к чему это нам, верно ведь? Лучше мы покажем певца ртом, которому Румата помог еще тогда, когда ехал не туда. Жестока жизнь, ее видения грубые, а мертвых Бог забыл. Убогий стихоплет, непонятно с какого перепугу, внезапно возвращается туда, откуда до этого бежал со всех ног. Подбив людей на беспорядки, экстремальщик снова смывается, но и совершенно случайно попадает в дом именно к Румате. Тот, используя свой авторитет и бабосы, спасает побегушника. Да только об этом тут же становится известно Дону Рэбе. Он подкупил их. Мне удалось спрятать монету. Он служит дьяволу. Человек не может изготовить золото такой чистоты. Да-да, Кина Румата палится чуть ли не в первый же день своего проживания в Арканаре. Чего, разумеется, не было в оригинале, где Антон водил репрессивный аппарат государства за нос годами. Что делает Кина Рэба? Вместо того, чтобы направить за Руматой отряд серых штурмовиков, он поручает своей любовнице выпытать, откуда пришелец золото берет. Тем временем сам благородный Дон идет к Гауку-оружейнику. Тот запросто, не таясь, показывает Антону изобретенный им печатный пресс, а заодно выкладывает все, что знает о Будахе. Мол, тот не только лекарь, но еще и изобретатель. Узнав, что Будах придумал телескоп и даже рассмотрел орбитальную станцию исследователей из прекрасного далека, Антон возвращается в свой каменный сарай. Для чего? А для того, чтобы пройти там медосмотр на высокотехнологичнейшем оборудовании. В оригинале все современные ништяки тщательно скрывались в глухих местах, да так, чтобы их даже случайно нельзя было найти. А тут вдруг целый медицинский комплекс, да еще и в доме врага народа. Доме, который, разумеется, никто и не думал обыскать. Кроме медосмотра, Антон проходит еще и техосмотр, проверяя на работоспособность камеру, встроенную прямо в сетчатку глаза. В книге камеры были замаскированы под головные обручи, но, видимо, авторам фильма подобный подход показался жутко нетехнологичным. Никакой личной жизни, да так, чтобы даже задницу нельзя было нормально подтереть. Будущее! Ну а далее следует визит к той самой любовнице Рэбы, Акане. Книжный Румата рассчитывал, что та сможет выболтать полезные сведения о заключенных в тюрьме, поэтому и решил за ней приударить. Однако в самый ответственный момент не сумел сдержать отвращение и сбежал прямо из спальни. Что мы видим в фильме?
Румата версии 2.0 считает, что Акана совсем даже не стрёмная и сеансу секса ничуть не сопротивляется. А более того, он всеми силами к нему стремится и даже наращивает темп фрикций. А мы, наконец, узнаем, зачем ему камера в глазу. А для того, чтобы поинтерактивней было. Правда, историки на орбите взирают на оргазм аборигенки примерно так же, как обычный человек смотрел бы на секс каких-нибудь игуан. Они как животные. Впрочем, долго развлекаться нашим голубкам не дают. Откройте! Он здесь! Румата смело сигает в окно, совмещенное с крепостной стеной, и вот он уже за пределами города. Слетает кубарем вниз, тормозя на склонах головой. Мастерски, блин, оторвался. И как будто этой идиотии мало, за падением Дона Эсторского чуть ли не в высоком разрешении наблюдают его коллеги с орбиты. Они чего, незаметно камер понавтыкали через каждые 10 метров? А зачем тогда людьми рисковать? Ну, навтыкай камер побольше, да смотри себе с уютного кресла дом 2 в планетарных масштабах. Но нет, лучше мы устроим лютый ад и Израиль, без надобности бросая в самое пекло ценный личный состав. Впрочем, это еще не все. Антону ведь очень больно, так а может стоит ему хоть как-то посопереживать? Но куда там? У спящей гадюки эмоций больше, чем у этих замороженных дятлов из будущего. Его защита в порядке, он скоро придет в себя. Тем временем внезапно перековавшаяся Акана бросается искать Будаха для Руматы. Да уж, профессионально наш герой ее отлюбил, нечего сказать. Прям не коммунар Антон, а Ричард Блейд, агент Ее Величества. Ну а пока вы гуглите, кто это такой, Акану на месте преступления застает Дон Рэба и, шутя, ее раскалывает. Кто послал тебя? Румата Исторский. Он ищет ученого Будаха. При этом выясняется, что связью Аканы с Руматой Рэба очень недоволен, хотя сам же ее к этому и подтолкнул. Наш же герой наконец-то приходит в себя, немного помятый, но в целом живой и здоровый. По крайней мере, ничто не мешает ему вступить в дружескую перепалку с неким строителем, соорудившим башню для телескопа Будаха. О чем тот придурок громогласно и заявляет. Какие такие гонения на интеллигенцию? Вы о чем? Лучше мы поборзеем и обматерим толпу. А я вам повторяю, у Бога нет глаз и лица тоже нет. Зачем ему принимать образ и подобие таких жалких глупцов, как вы, невежды? Затем следует прогулка благородного Дона Эсторского и Киры. Да только на этот раз романтики с оргазмами не получается. Дым со всех сторон! Кира, возвращайся в Арканар и скачи, что есть духу! На руинах постоялого двора Румата тут же находит кучу трупов и телескоп Будаха, которого, по всей видимости, уволокли серые орки. Тут внезапно на нашего Дона наваливаются местные колдыри и подвешивают его за ноги. Впрочем, в этом нет ничего страшного, мы ведь помним местного знатока. Его защита действует. Интересно, а если бы хмырь долбанул не по спине, а по башке, защита бы сработала или уже не очень? Как бы то ни было, Румата читерит, освобождается от веревки и раскидывает обиженных хмырей. Ну а тут очень кстати снова вылазит певец ртом, подрабатывающий лидером крестьянского восстания. Объяснив ему, как нужно правильно нападать на серых, Румата сваливает. Едва прибыв домой, Антон видит, что Кира в шоке. Сегодня серые охотились за грамотными и вешали их. Да-да, это в оригинале грамотных людей не первый год. Режут, вешают, топят и забивают ногами. А тут... Стрижка только начата. Румата бросается спасать Гаука, да только уже поздно. А на почве неудачи куда идти? Но, разумеется, в кабак, где и происходит встреча главного героя с бароном Пампой. Тот по непонятно какой причине бросается на серых, раскидывает их как котят, и его только с трудом получается усмирить. И тут вновь открытие. Барон, оказывается, знал настоящего Румату. Ты не Румата. Тот был моим лучшим другом и умер на моих руках во время охоты на Саанских болотах. Причем тут первоисточник? Да понятия не имею. Все, вообще все, начиная с прыжка Веры Руматы, является лютой отсебятиной сценаристов. Гаука грохнули еще до визита Руматы к Акане. После же амурного недопохождения Антон вернулся домой, и все.
Барон Пампа заявился к нему сам на следующее утро, поскольку считал его лучшим другом и знать не знал, что это не настоящий Дон. А потасовка в таверне произошла не потому, что добрый барон простой народ пожалел, а потому что вконец оборзевшая серая низкорожденная шваль перестала видеть разницу между аристократами и плебеями. Впрочем, и в книге, и в фильме после драки Антон узнает, что по его вине грохнули Акану, очень переживает по этому поводу и нажирается до свинского состояния. Заканчивается все тем, что бухой Румата заваливается к Кире, и дело чуть ли не доходит до изнасилования. Нет, сиськи крупным планом это, конечно, хорошо, но никогда их показывают ради наскоро придуманной туфты. На самом деле Румата выбежал, как только увидел перекошенное лицо девушки, а уж лапать кого-то прокачанный коммунист не стал бы даже в состоянии наркотического опьянения. Для чего же была нужна эта сцена? А только для того, чтобы подпитый Румата забил болт на скрытность операции и помчался спорить со своей подружкой с орбитой Анкой, а его за этим занятием застукала Кира. А мощно, да? Настоящая Кира догадывалась, конечно, что с Руматой что-то не так, но только по его нетипично нескотскому поведению и мудрым словам, а вовсе не по ярко сверкающим лампам и потусторонним голосам. На следующий день Румата идет во дворец и, как это неудивительно, следует несколько эпизодов из книги. Королевский обед, истерика монарха и его жалобы на боль в ноге, публичное обвинение Руматы Рэбы в том, что тот прячет отличного лекаря по имени Будах, импровизация Рэбы через подгон королю лже-Будаха, который затем почует божьего помазанника гнусным пойлом, всеобщие лулзы по этому поводу, ну и тому подобные каноничные вещи, пусть и в откровенно убогом виде и не всегда с тем же смыслом. Например, книжный Румата до определенного момента знать не знал, что Будах не настоящий. Войско взбунтовалось. Говорят, царь не настоящий. А здесь об этом догадывается не только он, но и внезапно заматеревший принц. Он вовсе не настоящий лекарь. Лекари ничего не боятся. Да, только пацан ни тревогу поднимать не пытается, ни дурного папашу хоть как-то вразумить, а просто просит Румату охранять его ночью. Дальше снова идет от себятина в виде эпичной битвы серые вес быдла. Сказать, что бой убогий, это ничего не сказать. Но сей факт ничуть не напрягает историков с орбиты, которые пристально наблюдают за Махачем, причем, как обычно, с самых лучших ракурсов. Победа команды быдла вызывает у землян бурную радость. С чего это вдруг в них проснулись такие бурные эмоции? Кто-то ставку на тотализаторе сделал, что ли? Впрочем, их истерика длится недолго. Боевые монахи из Санских болот. Они движутся на Арканар. Монахи, разумеется, были и в книге, но совершенно другие, а их появление было обставлено куда логичнее и правдоподобнее. Румата тем временем идет охранять принца. Нет, не так. Собирается пойти, но вместо этого занимается сексом с Кирой. Ну а чтобы историки не смотрели, закрывает глаза. Однако землянам нужно позарез посмотреть на секс. Совсем, видимо, у них с этим делом туго на орбите, поэтому они включают внешние камеры. Анка пытается совестить коллег, но куда там? На экране же важная историческая информация. Когда же Анка не в силах сдержать чувства сбегает, дискуссия исследователей неведомого доходит до совсем уж маразматичного. У нас есть общее дело, и мы его выполняем. Многое из того, что мы наблюдаем, ставит нас в тупик. Это обычные-то человеческие эмоции вызывают у них такое недоумение. Что за бред? Впрочем, после того, как прямую связь врубает некто с Земли, все становится ясно. Я с горечью отмечаю, как быстро распространяются среди экипажа космической станции вирусы варварства. В свое время нам пришлось отозвать тех из ваших коллег, которые пошли на поводу своих эмоций. Да-да, сценаристы перепутали коммунистов мира полудня с вулканцами из вселенной Звездного пути. Эмоции нашей расы скрыты глубоко. Намного глубже, чем у людей.
Разумеется, отказ от эмоций – это бред сивой кобылы. Земляне мира полудня – это, конечно, развившиеся люди, но все-таки люди. Более того, как раз эмоции и лежат в основе их сверхморальности и высокодуховности. Без эмоций невозможны ни сострадание, ни гнев, вызванный чудовищной несправедливостью. Прогрессоры в книге бывало срывались и вели аборигенов по, как им казалось, правильному пути. Однако именно по той причине, что не могли больше видеть, как местное человечество раз за разом прыгает на грабли и разбивает лоб. А тут на тебе! Оказывается, идеал человека будущего – это безэмоциональный чурбан. Тем временем Румата наконец-таки доползает до принца и заступает на смену. В эту же самую ночь король наконец умирает от зелья псевдолекаря и происходит очередной переворот. Принц, вопреки книге, сбегает, а Румату, чья защита, видимо, то работает, то не работает, хватают, куда-то волокут, а потом чем-то напаивают. Чем? Да ядом. Это ведь очень хорошо, из космоса видно. А еще спектральный анализ, сделанный веб-камерой, показывает, что яд тот же самый, которым траванули короля. Вы удивитесь, но после того, как нашего Дона отравили, его ведут на допрос. В процессе убогой беседы обдолбанный Румата совершает такой же убогий побег, спасает барона Пампу с Будахом и вместе с ними чуть ли не свободно покидает город. Какая такая тревога? Какие такие толпы боевых монахов? Вы о чем? Лучше мы погигикаем, тупо помахаем мечами и выйдем на свободу сквозь открытые ворота. Что было в книге? Румату тоже схватили и привели на допрос, однако ядом его никто не травил. Более того, герой покинул застенки свободным человеком. Дон Рэба сам его отпустил. Пытаясь разоблачить пришельца, злодей понял, что затем стоит нечто невообразимо могущественное. И это нечто привело его в такой ужас, что он подумал, что Румату проще отпустить. А тот уже совершенно законно вытащил Будаха и, пусть немного незаконно, барона Пампу. Впрочем, ради справедливости стоит отметить, что несмотря на кажущуюся красоту, данный эпизод является самым слабым звеном оригинала. Там столько всего основано на принципе «а почему бы и нет», что в случившееся попросту не веришь. Тем временем в фильме Румата доставляет Будаха на базу землян, где их ждет недовольный начальник Антона, Кондор. Ты слишком далеко зашел. А чего он такого страшного сделал? Надо было дать Рэбби себя завалить, что ли? Или Румата такой нехороший урод, потому что Будах вертолет увидел? А ничего, что совсем недавно это адское устройство видело полстраны, и не только этой, и Кондор по этому поводу ничуть не переживал. Пришлось воспользоваться вертолетом. Родится еще одна легенда о летающем драконе. Как бы то ни было, Кондор приказывает Антону валить на звездолет. Твое задание завершилось. Но наш герой улетать отказывается, его уже накрыло вирусом сострадания к местному населению. Когда же Кондор показывает по телевизору, как злобные монахи лупасят певца ртом, у Руматы вообще сносит крышу. Он вырубает начальника, прыгает в вертолет и летит на помощь. Черный плащ, только свистнет, он появится. Однако свято, запомним это, чтящие принцип невмешательства наблюдатели с орбиты не дремлют. Я включаю самоуничтожение. Вертолет бабахает, однако Румата успевает выпрыгнуть, разгоняет монахов и таки спасает певца ртом с корешами. Ну а потом они все вместе бегут в Арканар. В самой столице творится форменная жесть. Дом Руматы штурмует сборище тупорылых идиотов, а руководит мероприятием лично Рэба. Он же и допрашивает Киру. Ну как допрашивает? Задает тупые вопросы, на которые она не имеет ответов. Ну а раз сказать нечего, ее надо убить. В адскую машину ее! Спасает Киру внезапно появившийся барон Пампа. Откуда тот взялся? Ну, он скакал за вертолетом. Это ничего, что винтокрылая машина рухнула хрен знает где и до столицы тупо не долетела. Ведь даже дураку понятно, что чудо-монстр и столица между собой просто неразрывно связаны. Более того, это отличный повод приехать и тут же начать убивать направо и налево. Доблестная армия Пампы в составе 3,5 землекопов, шутя, разгоняет орды боевых монахов, добирается до Рэбы и спасает Киру. Тот факт, что барон бухается на колени перед явно простолюдинкой, я даже комментировать не буду.
Вы свободны, красавица. И быть Дону Рэби пришпиленным к земле, да только тут свое снижение начинает исследовательская станция землян, которую местные принимают за бога. Понятно, да? Эти дебилы так сильно хотят помешать Румате нарушить естественный прогресс Арканара, что решают спустить свой тарантас во всем его сверкающем великолепии. Ну, то есть сделать так, чтобы явление богов увидело полстраны, если не континента, и на долгие столетия бросило местную цивилизацию в пучину беспросветного мракобесия, на корню изменив естественный исторический ход. Логика! Но и пока высшее начальство несет Кондору какую-то напрочь отмороженную хрень, арканарцы дружно падают на колени. А в это же время появляется Антон, чтобы не успеть спасти Пампу, которому Рэба отрубает башку. Спустя пару минут сеньор Помидор уже на башне и троллит Румату, грозящегося его прибить. Ты достань меня! Ни стрела, ни копье не долетит сюда! Он что, вообще упоротый? Судя по масштабу, там метров 20, не больше. В общем, Румата вытягивает пистолет будущего и промахивается. Однако Рэба все равно падает на землю и разбивается. Сборище упоротых тут же начинает видеть в Румате святого и второй раз дружно бухается на колени. Но в планы коллег канонизация Руматы не входит, поэтому они его парализуют. Певец ртом тут же подхватывает мегапистолет и палит направо и налево без оглядки, став живой иллюстрацией того, почему идиотам подобное оружие давать нельзя. Тут земляне наконец-таки пускают сонный газ. Аборигены засыпают, Румату уволакивают, а Анка оставляет Кире на память браслет. Ну, наверное, специально для того, чтобы местные после побудки объявили служанку святой или зажарили ее как ведьму. Невмешательство, блин. В оригинале этого идиотизма, разумеется, не было. Румата свободно вывез Будаха из Арканара и также свободно вернулся назад. Причем сам Кондор его и подвез. А ночью пришли монахи. Пришли, ибо считали, что Руматы в городе нет. Когда же случайная арбалетная стрела убивает Киру, наступает ключевой момент повести. Высокодуховный коммунист Антон впадает в состояние аффекта и мстительным демоном проносится по Арканару. Оставив за собой дорожку из трупов, он добирается до Дона Рэбы и убивает его. Заканчивается же все тем, что Антона увозят земляне. Однако, разумеется, тайно, без всяких там галогеновых ламп и громыхающих фанфар. Произведение «Трудно быть богом» сложно назвать лучшей вещью Стругацких, однако и плохим его назвать язык не повернется. Перед читателем предстает россыпь глубоких идей и намеков на фоне приключений харизматичнейшего героя в небывало мрачном по советским меркам сеттинге. Ничего из этого в экранизации нет. Можно, конечно, сказать, что некоторые вещи показать на экране попросту нереально, да только режиссер не слишком-то и пытался. Он просто хотел снять фантастический боевик, и не мудрено, что у него из этого ни хрена не получилось. Ведь если из первоисточника убрать то, что делало его живым, перед нами останется только высохший труп. Атмосфера оригинала превращена в галимый фарс. Ключевая идея искажена. Герои страдают от мискаста и нехарактерных поступков. Сюжет безжалостно порезан и изуродован лютой отсебятиной. Но даже если рассматривать это кино в отрыве от оригинала, оно все равно останется унылой посредственностью. У бога здесь все. Мир, декорации, костюмы, доспехи, битвы, перевороты. Но самое главное — сюжет. Количество логических дыр не поддается исчислению. Градус идиотии зашкаливает. И даже французские сиськи положение дела не меняют. Не мудрено, что Стругацким фильм очень не понравился. Впрочем, братья в эту кинокартину никогда особо и не верили. Ведь режиссером они хотели видеть не какого-то там немца, а великого советского творца. Причем лучше всего Алексея Германа. Спустя 10 лет их мечта сбылась. Повестью заинтересовался сам гуру. Однако свет фильм увидел лишь в 2013 году, когда в живых уже не было ни Германа, ни Стругацких. Долго делали эту картину, очень долго. Но стоила ли Овчинка выделки?
Начинается фильм Германа, в общем-то, настраивая на положительный лад. Реакция началась с разгрома университета. А так как университет был еще и образом мыслей, охота шла за образом мыслей. Для чего это все? А для того, чтобы тут же обосрать, причем в буквальном смысле. Голая жопа в нужнике, падающее дерьмо, обгаженные придурки, счастливо размазывающие говно по роже, утопленная в какашках интеллигенция, ну и так далее. Грязь и фекалии тут повсюду. На улицах, в домах, на физиономиях как бы людей. В кадре постоянно что-то капает, чавкает, хлюпает и растекается смрадной и мерзкой жижей. Нечистоты возведены здесь не просто в куб, а в настоящий культ. Именно так, по мнению гениального режиссера, и должно выглядеть настоящее средневековье, про которое он якобы много читал. Нет, само собой, в реальном средневековье понятия о чистоте были весьма своеобразными. Хватало там и грязи, и дерьма. Помои в больших городах вываливались прямо на улицу. Страшная вонь являлась обыденностью, а чудовищная антисанитария была основной причиной болезней и эпидемий. Однако даже при всем при этом люди средневековья не превращались в блаженно завывающих свиней, с разбега ныряющих в нечистоты. Вас едва не облили дерьмом из окна. В настоящем средневековье за это бы как минимум отматерили. В фильме же Германа человек, которому повезло не испачкаться, зачерпнет дерьмища полной горстью и разотрет себе по роже. Говно здесь существует ради говна, являясь главной и единственной целью создания картины. Но Герман ведь прославленный русский режиссер, так может быть с художественной точки зрения тут полный порядок? Чёрта с два! Творящееся на экране безумие, в котором проглядываются лишь невнятные отголоски какого-то смысла, напоминает больше горячечный сон. Сначала происходит вот это, а потом вдруг сразу вон то. Сначала человек делает это, а потом вдруг уже им сразу вон то. Кадр сменяет кадр, и только в очень редком случае между ними есть хоть какая-то связь. Причем это только на словах кажется резким и быстрым. В большей части таких кадров нам по несколько минут показывают одну и ту же сцену или картину. Например, кучу говна. Добавляет шизофрении гадские детские завывания и абсолютно адские звуки, изрыгаемые музыкальными инструментами. По большому счету, этот дурдом начинает раздражать уже на второй минуте. Да только длится он будет аж целых 3 часа. Я табличку потерял, есть и потерял. Сюжет как таковой тут попросту отсутствует. Уловить в происходящем хоть какую-то логику можно лишь зная повесть Стругацких. И то лишь потому, что там сюжет был, а здесь его нет. От книги осталось одно название. Есть набор взятых наобум эпизодов, отдельных обрывков сцен, а также впихнутых невпопад цитат и имен героев. И все это в 3 слоя замазано, понятно чем. Обычно мы рассматриваем сюжет подробно и детально, однако в данном случае это делать попросту бессмысленно. Стандартные 10 минут фильма выглядят так. Дикие раздражающие вопли, тонны говна, в которых утопают герои, проезжающий мимо танк с угорающими придурками на прицепе, бессвязное бормотание, кто-то срет, дождь или туман, разговор ни о чем, снова дерьмо, очередной дебил, несущий бред и заглядывающий в камеру, и опять тонны говна. Окей, сюжета нет, логики нет. Так может быть актерская игра поражает воображение? Конечно, поражает. Правда, абсолютно не тем. Творящаяся на экране вакханалия напоминает хроники сумасшедшего дома. Люди здесь, причем все поголовно, ведут себя словно умственно отсталые дегенераты. Нормальных тут нет, то есть вообще. И не надо мне про средневековье. Подобное поведение вызвало бы вопросы и у шимпанзе. А еще гомерический хохот у первобытных людей и 3-этажный мат у Фомы Аквинского. Добавляет безумие тот факт, что в фильме напрочь угроблена магия кино. Размыта грань между вымыслом и реальностью. Актеры пялятся прямо в камеру, а произносимые ими речи и движения губ страдают от жуткого асинхрона. Барон, вы нездоровы? Или обижены на меня? Да, мне очень тяжело.
Однако Румата, да, с Руматой Герман угадал. Ермольник — это, безусловно, лучшее, что данная картина может предложить. Да только было бы еще лучше, если бы ему дали сыграть персонажа повести, а не влажных фантазий режиссера. Ведь Ермольник, как никто другой, сумел бы сыграть саркастичного героя-любовника и дуэлянта, являющегося одновременно человеком широчайшей души и безграничного сострадания. Но нет, никаким коммунистом Румата Германа не является, да и особо высокодуховной личностью, в общем-то, тоже. Чего там говорить, он вообще на свой прообраз не похож. Вместо уверенного в себе героя, постоянно находящегося в трезвом уме и твердой памяти, нам показывают усталого и разбитого человека, у которого, к тому же, явно не все в порядке с головой. Но атмосфера, декорации, костюмы, с ними-то все в порядке, воскликнет насмотревшийся скриншотов киноман. Да хрена с три, декорации никакие, фильм большей частью снимали в Чехии, а там ведь десятки замков. Ну и где это все? Вместо королевского дворца какой-то колхозный амбар, вместо дома Руматы грязный свинарник, вместо города выгребная яма с десятком убогих сараев, и абсолютно везде дырявые крыши. В книжном Арканаре был университет, вот-вот должно было начаться возрождение, а по фильму возникает такое ощущение, что завтра наступает конец света и всем на все плевать, причем последние лет эдак 100. А обстановка внутри убогая, какие-то баррикады, трупы животных и мерзкий хлам, свисающий с потолка. Средневековые нравы? Не смешите мои тапочки. Где это видано, чтобы прислуга перла не глядя через толпу высокородных, да еще и обливая донов грязью? На таком фоне белая сутенерская шуба Руматы и снежно-белые салфетки, которые он выкидывает буквально пачками, смотрятся просто дико. Бессмысленный абсурд в царстве непроходимых нечистот. Одежда арканарцев большей частью представляет собой рванье, дикое даже по средневековым меркам. Впрочем, местная элита все-таки облачена в нечто напоминающее реальное шматье. Правда, откуда оно берется в этом мире дерьма, не совсем понятно. То же самое можно сказать про оружие и доспехи, например, самого Руматы. Однако то, как они используются, это галимость в чистом виде. Пампа раскручивает двуручник за веревочку. Румата ездит сразу с 3 арбалетами, и тетива ни одного из них не закрыта от дождя. То, что Стругацкими использовалось редко и умело, в фильме гипертрофировано до немыслимых масштабов и превратилось в самоцель. Идея здесь исключительно одна. Мол, все люди говно. Говно на них, вокруг них и внутри них. Говном люди были всегда, говном они навеки и останутся, ибо такова их говняная природа. Так себе мысль, конечно, но это, как говорится, у кого что болит. Однако донести свою точку зрения можно куда менее блевотными способами, чем строить 3-часовой фильм вокруг одной банальной идеи, залитой декалитрами жидкого дерьма. Иногда вообще закрадывается крамольная мысль, что целью режиссера как раз и было заснять тонны говна, чтобы потом поугарать с того, как люди будут находить в этой смрадной клоаке космической глубины философский подтекст. Разумеется, тут же нашлись толпы небыдла, объявившие картину гениальной. Мол, все так и есть, только они такие волшебные, выходят на улицу, чтобы прикупить очередной iPhone или баночку фуагра, как их тут же окружает грязное, вонючее говнобыдло. Само собой, сами они при этом себя говном не считают. Пусть эти товарищи продолжают искать жемчуг в море поноса хоть до скончания времен. Нам же, как бы это странно ни звучало, нужны внятный сюжет, логика, нормальная игра актеров и приемлемая картинка, а не сферичная, шизофреничная, блевотная белиберда, какой бы именитый режиссер ее не снимал и сколько бы он лет на это не потратил. Король голый, господа! Адекватной экранизации повести «Трудно быть богом» попросту не существует. Если первый фильм был унылым говном, то второй это просто говно, причем с большой буквы «Г». Больше мне сказать нечего. И вообще, пойду-ка я помою руки. После работы с фильмом Германа возникает, знаете, такое неодолимое желание. Говно. И это говно.
Это все на сегодня. С вами был Красный Циник. Смотрите хорошие фильмы, читайте хорошие книги.